Сын мой, дочь моя, слушайте с открытым сердцем. Сейчас вы услышите нечто, что не каждому по плечу, совершенно особенную и сокровенную истину, божественный шепот, посланный сквозь время и обстоятельства, чтобы достичь ты. Недаром ваши глаза остановились здесь, недаром ваш дух устремился вперед именно в этот момент. Ничто в этой встрече не случайно. Рука Бог привел вас сюда, потому что новый дверь вот-вот откроется, а за ним лежит обещать наследование, а чудо которое ждал звука вашего говора прежде, чем все вокруг изменится. Я хочу, чтобы вы задумались над одним вопросом. Почему вы сейчас так себя чувствуете? Почему ваши сердца встревожились, когда нашли это сообщение? В невидимом мире происходит нечто священное и неотложное. Небеса наблюдают за вашим выбором в этот самый момент. Ключ формируется в духовном, ключ, который разблокирует вашу судьбу, твое богатство, ваш долгожданное благословение. Но этот ключ можно доверить это только тому, кто слушает внимательно, кто остается до конца. Не отворачивайтесь сейчас. Грядущее – это не просто послание, это откровение, а урожай слов, которые нарушат тишину вашей души и пробудят то, что спало внутри вас. Я Архангел Михаил, голос, посланный, чтобы напомнить вам о том, что вы когда-то знали, но забыли о завете, который Бог заключил с вами, дух, еще до того, как ты вошел в этот мир. Ты никогда не был предназначен для жизни в страхе, нужде или бесконечной борьбе. Твое истинное предназначение – избыток, мир и божественная власть. Но ведь вас окружали бури, не так ли? Вы видели ночи неопределенности, щита, стоящей стеной, одиночество, которое шепчет, что, возможно, Бог забыл ваше имя. Но даже в ваших слезах небеса готовили вас трансформация. Думаете ли вы, что случайно слышите эти слова прямо сейчас? Думаете ли вы, что это совпадение, что ваше сердце бьется быстрее, пока ты это читаешь? Нет, дитя мое. Это твое дух, признавай голос, принадлежащий завет, вечное эхо обещать Бог однажды проговорил через твою жизнь, чудо, о котором вы молились, уже в пути. Но прежде чем это проявится физически, вы должны получить этот секрет в вашем душе. Ибо только те, кто останется и дослушает до конца, поймут, как активировать скрытый ключ из богатства, выздоровления и трансформации, которые ждали их в божественном наследии. Так что оставайтесь. Оставайтесь еще немного. Потому что прежде, чем будет произнесено последнее слово этого послания, священная дверь откроется в невидимом, дверь предназначалась только тебе. Что, если я скажу тебе, что в ближайшее мгновение ты поймешь, почему каждая задержка, каждая потеря, каждое разбитое сердце должны были случиться? Что, если я скажу тебе, что каждая слеза, орошаями которой сейчас собирается произвести ваш урожай? Вы взывали к ответам, но теперь небеса задают вопрос: готовы ли вы принять то, что было сокрыто? Слушайте внимательно, благословения, который вот-вот будет выпущен, несет аромат вечности. Это подарок, выкованный в тишине, запечатанный божественными руками. Ваш вера будет ключ, ваша сдача дверей, когда оба выстроятся в ряд, вы станете свидетелями чуда, что человеческая логика не может объяснить. Не позволяя отвлечению украсть то, что принадлежит тебе. Не позволяй страху заглушить голос твоей судьбы. Ты ближе, чем думаешь. Один вздох, один удар сердца отделяет тебя от величайшего трансформации вашей жизни. Итак, я повторяю, не уходите. Не отводите взгляд. Бог вот-вот откроет вам нечто такое, что изменит атмосферу вокруг вас. Следующие несколько минут не просто мгновения, они священны. Для тех, кто останется, секрет, принадлежащий завет, будет раскрыто, и то, что было закрыто, наконец откроется. Оставайтесь до конца, и вы не только услышите обещать, вы почувствуете, как оно пробуждается внутри вас. Ангелы наблюдают за всем. Они стоят молча, расправив крылья, записывая каждое решение твоего сердца в этот самый момент.
Дорогая, это твой последний шанс. Если ты закроешь это сообщение сейчас, ты можешь никогда не узнать, что они пытались тебе сказать только 4 дня и 4 ночи. Они кружили вокруг вашего дома, шепчутся, будоражат воздух, пытаясь пробудить тебя от оцепенения страха и разочарования. Ты думал, что это сон. Ты думал, что это просто очередная бессонная ночь. Но эти слезы, этот внезапный озноб, охвативший тебя, когда ты остался один, не были случайностью. Они были знаки сверхъестественного царства зовет тебя по имени. Слушайте внимательно. Это не совпадение, дверь между небом и землей открывается лишь в определенные моменты, и это один из них. 4 дня и 4 ночи небеса посылали послания через числа, шепот на ветру, мгновение необъяснимых эмоций, но вы не знали, что это божественное послание. Вы удивлялись, почему постоянно просыпаетесь в один и тот же час ночи, почему одна и та же мысль возвращается, почему ваше сердце тяжело и неспокойно. Все потому, что ангелы плакали и звали, ожидая, что ты ответишь на свои судьбы. И вот он, тот самый момент, к которому они готовились. Небеса затаили дыхание, наблюдая, сможете ли вы наконец принять ключ, который откроет вам долгожданный чудо. Ручка Божия обещать парил над твоей жизнью, как облако, наполненное благословения, ожидая, чтобы пролиться на вас, но он не может пролиться, пока вы не верополучаете его. Сейчас не время откладывать. Это час-трансформация, час, когда ваше сердце надо сказать «да» божественному завету, которое было написано для вас с начала времен. Чувствуете ли вы это? Этот трепет в груди, эту тихую настойчивость в вашем сердце. Дух – это звук стука небес. Это вибрация судьба, напоминая вам, что вы не были рождены, чтобы жить в нужде или отчаянии. Вы были рождены, чтобы наследовать избыток, ходить в божественном богатстве, чтобы увидеть чудеса, о котором другие только слышат. Но если ты сейчас отвернешься, момент может ускользнуть. Только дверь, которая стоит перед вами, может быть закрыт, и ключ, то, что предназначено тебе, может быть отдано другому. Поэтому я призываю тебя, не листай дальше, не отворачивайся, не заглушай этот голос. Я хочу, чтобы вы прямо сейчас совершили небольшой поступок вера. Это может показаться незначительным, но небеса измеряют даже самые малые шаги послушания. Нажмите кнопку, как это сообщение, и провозгласите этим жестом: «Я принимаю свое благословение, я получаю свое чудо». Делайте это не как обычное дело, а как духовное соглашение. Видимый знак того, что ваше сердце открылся для обещать Бога. Каждый жест вера высвобождает силу. Когда вы действуете, небеса реагируют. Когда вы двигаетесь, двигаются и ангелы. Не ангелы, которые наблюдали за вами и ждут этого знака с вашей стороны 4 дня и 4 ночи. Они сражались в невидимом мире, чтобы сохранить ваше имя, ваше будущее, ваше наследование. Они боролись с духами смущения и нужды, с цепями, которые пытались убедить вас, что вы недостойны божественного богатства. Но вот правда, которую они хотят вам сейчас донести: вы избраны. Вы – часть священного завета, и время вашего пребывания в дикой природе подходит к концу. Вы заметили, как в последнее время все стало сложнее? Окружающие неправильно поняли ваше молчание. Возможности, которые казались близкими, внезапно исчезли. Казалось, что все отнимают. Но это была не потеря, это была подготовка. Небеса убирают временное, чтобы освободить место для вечного. Когда вы плакали, Бог не игнорировал вас, Он очищал вас. Когда вас отвергли, Он направлял вас на новый путь. Эти 4 ночи молчания не были отказом, они были выравниванием. И вот, выравнивание завершено. Финальный ключ был выкован в вашем вера. Дверь ждет своего часа, но ответит только тем, кто верит. Это послание, эти самые слова,
божественное подтверждение, что ваше ожидание не было напрасным, к урожаю, что вы считали потерянным, все еще живо под землей. Семитобою посаженная в слезах, вот-вот прорвется сквозь землю, сия избыток. Дорогая моя, духовные часы пробили. Ты стоишь на последнем этапе своего периода ожидания. В небесном календаре есть окно, краткий и священный миг, когда все складывается в единую картину: обещать, та вера, то благословение, послушное сердце. Это окно открыто сейчас, но оно не останется открытым навсегда. Это ваш последний шанс ответить, сказать «да», завет который был написан от вашего имени. Итак, слушайте меня, поскольку я говорю от имени посланника Бога. Ангелы готовы доставить ваш чудовочка двери с богатства, готов к открытию, и к урожаю вашего вера готов проявиться. Но это зависит от вашего ответа прямо сейчас. Не завтра. Не позже. Сейчас 4 дня и 4 ночи небеса ждали этого «да», твоего «да». Не стоит недооценивать то, что кажется незначительным. Лайкнуть это сообщение, остаться до конца – это не мелочи, это символы послушания. Это видимое отражение твоего невидимого вера. Каждый маленький поступок становится ключ, который открывает больше двери. Помните, Иисус сказал, что даже горчичное зерновера может свернуть горы. И то, что вы делаете сейчас, это сеете это семя, которое вырастет в ваше чудо из избыток и трансформация. Сверхъестественное царство дрожит в ожидании. Я почти слышу звук ангела, радуясь, выбирая остаться, выбирая слушать. Вы настраиваетесь на чистоту небес, где чудеса не исключение, а естественное выражение божественного любовь к богатству грядущее – это не просто материальное, это духовное, эмоциональное, целостное. Это богатство мира после хаоса, благословение отдыха после штормов, наследование радости после долгих лет печали. Так что воспользуйтесь этим моментом и запечатлейте его. Поместите свое сердце в руки Бога и тихо сказать «Я верю». «Я готов». Ангелы, записывайте это заявление, и небеса отвечают. Ваша судьба меняется даже когда вы дышите. Тот же Бог, который воскресил Лазаря после 4 дня и 4 ночи, собирается воскресить то, что вы считали мертвым, ваши мечты, твои планы, твоя сила. Не уходите от звука вашего чуда. Оставайтесь до конца, ибо откровение, которое придет дальше, покажет вам, как именно открыть дверь, что стоит перед тобой. Помни, небеса плакали, звали и ждали этого момента. Это твой божественный призыв, твое священное приглашение перейти от ожидания к избыток, от потери в наследование, от страха в вера. Вы здесь не случайно. Вы здесь потому, что ваш судьба потребовал этого. Теперь поднимите глаза, успокойте сердце и слушайте. Следующие слова, которые вы услышите, могут изменить все. Есть кое-что, что вы должны знать, что-то, связанное с вашим семя, нечто священное, сокровенное и хрупкое, что стоит на грани разрушения. Небеса побуждают меня произнести эти слова, хотя они и несут в себе тяжкий груз. «Дитя мое», они пытались до тебя достучаться, чтобы предупредить. Если ты не предпримешь скорейших мер, то нечто драгоценное, то, что принадлежит тебе судьба, твое наследование, ваш божественная вещить, может быть украдено, замаскировано под любовь, замаскировано под помощь, замаскировано под доверие. Вас окружали не только люди, но и намерения, и некоторые из этих намерений не то, чем кажутся. Рядом с вами есть кто-то, кто хранит секрет. Вы чувствовали эту странную тишину, когда вы входите в комнату, внезапную смену тона при упоминании вашего имени, ощущение, что за вашей спиной шепотом обсуждают нечто священное. От вас пытаются скрыть нечто ценное, то, что по праву принадлежит вам. Благословение, твое будущее, твой урожай. Это может быть вещь, произнесенное слово или духовная истина, которую они не хотят, чтобы вы узнали. Слушайте внимательно,
Они хотят, чтобы вы отвлекались, чтобы ваши мысли не ослабевали, сердца открытыми для неправильных голосов, так что вы никогда не узнаете истинных дверь, что Бог приготовил для тебя. Скажите, не было ли у вас в последнее время ощущения, что кто-то отнимает у вас что-то без вашего согласия? Не только деньги, но и мир, энергии и целеустремленности. Разве вы не чувствовали себя опустошенным после некоторых разговоров, как будто свет внутри вас померк, как будто что-то чистое от вас отняли? Это не ваше воображение. Есть люди, которые кажутся добрыми, но их дух ревнует к твоему звонок, и их слова – завуалированные кинжалы против вашего вера. Они могут улыбаться перед вами, но за занавеской они шепчут сомнения и задерживают ваше чудо. Пожалуйста, не позволяйте им больше лгать вам. Вы должны защитить свой сердцесейчас. Есть верить, что вы не можете открыться всем, какими бы мягкими они ни казались, враг предательства редко исходит от незнакомцев. Иногда оно принимает облик друга, брата, сестры или даже партнера, который не понимает тебя. Помазания. Разве вы не заметили, что с тех пор, как вы начали искать Бога, если говорить глубже, напряжение вокруг вас возросло? Внезапные недопонимания, холодные слова, неожиданное расстояние. Это не совпадение. Это сопротивление. Тьма чувствует, что ваша трансформация близко, и он использует замешательство, чтобы ослабить вашу концентрацию. Есть документы, решения и невидимые возможности, которые не должны попасть в чужие руки. Небеса предупреждают: будьте бдительны. Будьте мудры. Существует секрет, сделка происходит в невидимом мире, и ваша проницательность определит исход. Враг хочет, чтобы вы думали, что это все совпадения, что это паранойя, но Дух Божий говорит об обратном. Ангелы видели встречи, молчаливые соглашения, слова, сказанные о вашем судьбе, когда тебя не было рядом. О тебе упоминали, и не всегда с любовью. Но не бойся, Бог уже впереди, уже превращая каждый заговор в доказательство своей обещать. Дорогая моя, ответь на этот вопрос: почему ты думаешь, что твои благословения задерживаются? Почему, как вы думаете, каждый раз, когда вы приближаетесь к прорыву, что-то происходит: ссора, предательство, внезапные расходы, которые истощают ваши силы, богатство? Потому что есть руки, пытающиеся перехватить то, что небеса уже выпустили. И есть духи воровства, которые действуют через отвлечение. Каждый раз, когда вас отвлекают от молитвы, каждый раз, когда вы сомневаетесь в своей ценности, каждый раз, когда вы подвергаете сомнению своей веры, небольшая часть вашего урожая задерживается. Вот почему это послание так срочно, ведь за вами наблюдают не только небеса, но и те, кто завидует свету, который вы несете. Разве твой несердцевое последнее время чувствовали себя разобщенными? Одна часть жаждет мира, другая тонет в смятении. Это и есть невидимая война. Речь идет не только о деньге или возможность, речь идет о контроле над вашими судьбами. Кто-то пытается заставить вас почувствовать себя ничтожным, убедить вас, что вы не заслуживаете избыток, что ваши молитвы тщетны. Но вот чего они не знают: ваш завет с Богом не может быть разрушен обманом. Ваше наследование вечен, твой обещать запечатанный божественным кровь. Но действовать нужно. Нельзя молчать или пассивно сидеть 4 дня и 4 ночи. То ангелы их послали окружить ваш дом, защитить то, что принадлежит вам, но им нужно ваше сотрудничество. Им нужно ваше заявление овера. Вы должны закрыть свой сердцеголосом манипуляции и откройте его только шепоту. Спросите себя: кто сейчас имеет доступ к вашим эмоциям? Кому вы рассказываете о своей боли? Потому что не каждый слушатель заслуживает вашего признания. Некоторые пользуются вашей уязвимостью, используя вашу честность, чтобы контролировать направление ваших эмоций. Благословения. Пусть эта истина пронзит вас душа. Есть люди, которые предпочитают, чтобы вы были ранены,
потому что ваше исцеление угрожает их комфорту. Есть члены семьи, которые будут улыбаться вашему прогрессу, но втайне опасаются вашего успеха. Они скажут вам подождать, замедлиться, быть реалистом, но за этими словами скрывается дух задержки. Они не ваши враги, но их используют силы, которые боятся вас. Трансформация. Враг всегда атакует перед экспансией. Знаю, эти слова болезненны, но боль – это свет, обнажающий обман. Нельзя исцелить то, что отказываешься видеть. Поэтому я снова спрашиваю тебя, кто кормился с твоего стола, проклиная твои химевые тайны? Кто имеет доступ к вашим планам, вашим мечты, ваши личные страхи? Кто заставляет вас чувствовать себя виноватым за то, что вы хотите большего, за то, что вы верите в избытоки божественной богатства? Потому что именно они пытаются связать вас судьба к их ограничениям. Но послушай меня, цепи могут быть разорваны сегодня ночью. Ключ было открыто. Ты не бессилен. У тебя есть власть над каждым заговором, каждым шепотом, каждым скрытым мотивом. Бог дал тебе ключи проницательности и дверь победы. Вам нужно лишь действовать, молиться и повелевать свету высветить то, что скрыто. Как только вы это сделаете, все украденное вернется приумноженным. Документы. То, что было скрыто, всплывет на поверхность. Истина, погребенная в земле, откроется. Пришло время разоблачения и пробуждения. Небеса не позволят лжи управлять вами, урожайно вы должны выбрать путь света, перестать сомневаться в своей интуиции, довериться святому беспокойству, которое предупреждает вас, когда что-то не так. Дух говорит: «Будь бдителен, дитя мое». Береги свое сердце, ибо из него течет река твоей жизни. И поэтому я спрашиваю вас в последний раз, сколько еще слез вы прольете, прежде чем поймете, что враг не только снаружи, но иногда и рядом с вами? Сколько раз вы готовы обменять свой покой на одобрение, ваши чудо из-за страха, ангелы готовы вмешаться, но ждут вашего решения? Разорвите союз с обманом. Отвергните голос, который говорит «это ничего». Потому что это нечто. Это ваша судьба, что поставлена на карту. Не бойтесь. Это откровение не призвано уничтожить вас, а подготовить. Грядущее обнажит и правду, и предательство. Но из пепла обмана восстанет ваше наследование и поднимется. Каждый скрытый план послужит вашему трансформации. Каждый секрет, призванный сломать тебя, станет ключ, который разблокирует ваш чудо. Ты не жертва этой истории. Ты избранный сосуд Божьей справедливости и благословения. И те, кто думал, что смогут обокрасть тебя, вскоре увидят, что небеса хранят то, что принадлежит верующим. Это как стоять на канате посреди бури. С одной стороны дует ветер смятения, с другой – поток сомнений. Вы чувствовали это напряжение в своих сердце, не так ли? Это хрупкая грань между капитуляцией и отчаянием, между доверием и страхом. Но сейчас не время ее ломать. Сейчас самое время действовать, твердо стоять на ногах, как вера, возвысить свой голос и заявить: «Я не поддамся шторму, не ангелы кружат вокруг тебя. Их крылья создают барьер между тобой и тенями, которые хотят вернуть то, что принадлежит тебе. Но сейчас им нужно что-то от тебя, знак того, что ты готов принять защиту, что ты выбираешь совет из запутаницы, свет над тьмой. Прежде чем двигаться дальше, остановитесь на мгновение. Это не просто очередное сообщение. Это дверь, и то, что вы сделаете дальше, определит то, что пройдет через него. Вы должны запечатлеть этот момент в видимом мире, чтобы небеса могли действовать в невидимом. Напишите в комментариях прямо сейчас. Сейчас я активирую свой духовный защитный щит. Эти слова не просто буквы. Они – ключ, декларация, которая открывает божественный поток защиты и власти над своей жизнью. Когда вы пишете их, вы расписываетесь в книге живых. Обещать, заявляя,
что вы больше не позволите страху, предательству или отвлечению украсть ваше наследование. Вы должны понять, есть время ждать, а есть время действовать. И это момент действия. Небеса действуют в рамках божественного времени, и то, что перед вами, узкое. У вас есть 24 часа, возможно, даже меньше, до того, как духовная энергия сдвинется с места у двери, возможность то, что было открыто для вас, не будет оставаться открытым вечно. Это не для того, чтобы вселить страх, а для того, чтобы пробудить чувство безотлагательности, урожай ваш эговер созрел, но если жнец замешкается, плод начнет падать. Ты должен собрать сейчас. Ты должен объявить сейчас. Произнесите это с убеждением, вслух или про себя. Я знаю, чего я заслуживаю, и знаю, кто все еще сражается за меня по ту сторону. Чувствуете ли вы эту вибрацию, когда произносите это слово, Дух Божий свидетельствуя, что ваши слова имеют вес на небесах? Вы не одиноки в этой битве. Даже сейчас ангелы борются за ваши судьбы, отклоняя обвинения, разрывая невидимые нити, которые связывали возблагословение в руки обманщиков. Они ждут вашего согласия, дать им разрешение действовать полностью от вашего имени. Моя дорогая, ты больше не должна жить как зритель своей собственной жизни. Чудо. Ты не сторонний наблюдатель в своей истории, ты сосуд божественного трансформация, который пытался убедить вас, что власть принадлежит лишь избранным, но правда в следующем, то выбирается дух из избыток выздоровления, и богатство — это недалекое обещание, это активная сила, ожидающая вашего приказа. У вас есть ключ, но ключи бесполезны, если вы никогда не осмелитесь открыть дверь. Подумайте об этом как о священном ритуал, не суеверии, а послушании. В тот момент, когда вы напечатаете эти слова, сейчас я активирую свой духовный защитный щит, вы подчиняетесь божественному закону. Небеса немедленно откликнутся. Вы почувствуете перемену, атмосфера вокруг вас станет светлее, шум в голове утихнет, тяжесть в ваших сердце начнет растворяться. Вы почувствуете ясность там, где раньше жило замешательство, и мир станет вашей броней. За каждое слово, которое вы произнесете, вера, ангел поручено довести его до исполнения. Но это так не только о получении защиты, речь идет о восстановлении власти. Вы слишком долго отдавали свою энергию людям и ситуациям, которые не делали вам чести. Дух. Ты плакал у дверей, которые тебе не принадлежали, умолял о принятии тех, кто не был вписан в твои имена. Судьба. Этот сезон заканчивается. Вы вступаете в более высокий завет, где ты больше не гонишься благословения, они преследуют тебя. Ты больше не ищешь богатство сквозь труд и страх, она течет к тебе как наследие от самого неба. Вы можете сомневаться, но знаки уже вокруг вас. Замечали ли вы необычные закономерности в последнее время? Повторение определенных чисел, яркие сны, внезапные эмоциональные всплески, которые, кажется, возникают без причины. Это сигналы, напоминания из невидимого мира о том, что в вас пробуждается нечто божественное. Вас готовят к великому откровению, но только те, кто действует, вы станете свидетелями полного откровения. Если вы отложите, возможность может уйти в сторону, ожидая следующую желающую душу. Так что выбирайте. Останетесь ли вы в нерешительности или подниметесь и потребуете то, что принадлежит вам по праву, урожай? Помнить, Бог не дал вам духа боязни, но силы, любви и целомудрия. Колебания, которые вы испытываете, это не защита, а сопротивление к врагу. Он знает, что как только ты подчинишься, его влияние закончится. Он хочет, чтобы ты был тихим, скептичным, неуверенным. Вот почему каждое чудо начинается с приказа, а не с предложения. Примите это как приказ, до следующего восхода солнца провозгласите свое соответствие. Произнесите вслух: «Я нахожусь под божественной защитой. Моя дверь запечатана.
мой наследование нетронутым. И действуйте соответственно. Не делитесь своими личными переживаниями с теми, кто высасывает вашу энергию. Не подвергайте сомнению процесс только потому, что он невидим. Дух сначала это происходит в тишине, а затем проявляется с ясностью. Вы можете не увидеть мгновенного падения стен Иерихона, но с каждым актом веры образуется еще одна трещина. А если страх усилится, напомните себе: «Я знаю, кто сражается за меня на другой стороне». Невидимая армия в огне проигрывает сражений. Ангелы те, кто прошли рядом с тобой сквозь одиночество и бури, все еще здесь. Они помнят каждую молитву, которую ты шептал сквозь слезы, каждую ночь, когда ты задавался вопросом, слышат ли тебя небеса. Они были рядом. Они записали твои крики и превратили их в заступничество. Вот почему сегодняшний день не совпадение, а исполнение. Но помните, это благословение приходит с ответственностью. Принимать избыток, вы должны защитить свое сердце. Чтобы получить богатство, вы должны ходить в чистоте. Вы не можете просить у небес силы и продолжать пребывать в горечи и страхе. Двери из трансформации требуют смирения. Простите предавших. Отпустите лгавших. Не несите пыль прошлого в новую жизнь. Обещать. Буря, которую ты пережил, не уничтожила тебя, а смыла то, что не смогло перейти с тобой в новый сезон. У вас есть 24 часа, а может и меньше. Не для паники, а для того, чтобы подготовиться. Именно в этот момент энергия перемены, когда ваше заявление становится вашим щитом, а ваше решение вашей судьбой. Напишите слова, произнесите их, верьте им. Ключ в вашем вера, и дверь откроется, когда ваше сердце наконец говорит: «Я готов». Вы ждали достаточно долго. Тишина заканчивается. Урожая вашего вера здесь, и все начинается с одного шуга, одной фразы, одного акта самоотречения, который небеса превзойдут ваше воображение. Провозгласите это сейчас. Я активирую свой духовный защитный щит, и наблюдайте, как буря начинает склоняться перед вашими заветами. Ты не просто защищен, ты избран. А избранные не бегут от ветра, они им повелевают. В ту ночь они были в ужасе. Дождь стучал по крыше, словно топот марширующих ног, а ветер доносил шепоты, не относящиеся к этому миру. Ты спал, или, может быть, полусонный, но твой дух было неспокойно. Ты чувствовал тяжесть на груди, безмолвный крик, разносящийся сквозь тьму. Ты не знал, что ангел видел, было то, что ваше имя произносилось именно в этот час. Кто-то, кому вы доверяли, кто-то близкий, делал выбор, который определил следующую главу вашей жизни. Судьба эта не была открытым предательством. Оно было тонким, скрытым за улыбками, обернутым в слова заботы. Но в дух это была рана. Та ночь все изменила. Небеса это записали. Ты думал, что тебя бросили, что Бог отвернулся, но нет, Он молчал, потому что наблюдал. Это было твое испытание. Божественный завет над твоей жизнью нельзя было нарушить чужой обман, но ее нужно было раскрытой. Тебе нужно было увидеть, кто действительно за тебя стоит, а кто только притворяется. Правда горька, я знаю. Но только через боль сердце становится готовым к трансформации. В ту ночь они думали о тебе, о том, кто предал. Не с состраданием, а с чувством вины. Они знали, что поступают неправильно. Они думали, что ты никогда не узнаешь, что небеса проигнорируют это. Но небеса видят все. Бог, Он не закрывает глаза на несправедливость. Он молча наблюдает, ожидая подходящего момента, чтобы восстановить равновесие, не наказать, а пробудить. Тот, кто причинил тебе зло, однажды вспомнит этот момент и содрогнется. Не от гнева, а от всепоглощающего осознания божественного порядка. Видишь ли,
Предательство никогда не бывает случайным. Оно всегда появляется на грани чуда. Прямо перед вашим самым большим благословением этот человек не просто пытался причинить вам вред, его использовали, чтобы проверить, насколько выигра согнется или сломается. Только враг знал, что он не сможет уничтожить твою судьбу, он мог лишь отсрочить это с помощью обмана. И вот, кто-то из близких был выбран в качестве сосуда для этого испытания. Не потому, что они были злыми, а потому, что они были слабы. Ими манипулировали тонко и медленно, сердца мрачные завистью, страхом или гордыней. Оглянитесь назад. Вы ведь уже какое-то время чувствовали эти знаки, не так ли? Холодные сообщения, внезапное отстранение, полуправда, сказанное спокойным тоном. Вы оправдывали это стрессом, недопониманием. Но Дух Божий шептал: кто-то, кому вы доверяете, нечестен. И это откровение не для того, чтобы озлобить тебя, а для того, чтобы освободить тебя. Ты не сможешь подняться, пока связан с теми, кто питается твоим светом. Дорогая моя, слушай внимательно. Следующие 6 недель вашей жизни определит форму вашего следующего 7 лет. Каждое решение, каждое слово, каждая связь, они имеют большее значение, чем вы думаете. К ангелу мы отмечаем этот сезон как священный период перестройки. Вы меняете свое положение, и не каждый может пойти туда, куда идете вы. Это ваш духовный порог. То, что вы делаете сейчас, определяет то, что будет дальше. Если вы продолжите держаться за тех, кто предал вас, дух, то двери изобилия останутся частично закрытыми. Но если вы их освободите, если вы решите верить чрезмерная фамильярность, дверь широко раскроется, и урожай придут волнами, которые вы не сможете измерить. Вот почему Бог иногда Он молчит. Не потому, что забыл тебя, а потому, что хочет увидеть, усвоишь ли ты урок, скрытый в тишине. Он не будет вмешиваться в твою свободную волю. Ты должен выбрать, цепляться за старую рану или открыть свое сердце к новому, обещать. И да, это больно. Да, это кажется несправедливым. Но правосудие небес не похоже на человеческое. Тот, кто отнял у тебя, однажды даст больше, чем когда-либо считал возможным, не силой, а раскаянием. Весы уже склоняются в твою пользу. Помнишь ту ночь, когда ты плакала, спрашивая: «Почему я, Боже? Почему я всегда теряю то, что люблю?» Этот крик не остался без внимания. Он достиг самых высоких небес. Ангелы записали это как декларацию не поражения, а стойкости. Они отметили тебя как того, кто может выдержать огонь, не теряя света. И теперь эта стойкость окупится. Каждая пролитая слеза вернется как богатство, не только материальное, но и духовное, мир, ясность, избыток сверх всякой меры. Но чтобы сделать это, нужно следовать одному указанию. Пишите в комментариях прямо сейчас: «Я принимаю откровение и освобождаюсь от всякого предательства». Когда вы пишете это, небеса становятся свидетелями вашего согласия. Это становится духовной сделкой, моментом, когда вы обмениваете боль на власть, путаница для ясность, траур по чуду. Вы заявляете, что больше не будете связаны руками, которые вас ранили. Вы разрушаете невидимое завечье предательство, пыталось сформировать вокруг вашей жизни. Не стоит недооценивать этот поступок. Каждое произнесенное вами слово несет божественную вибрацию. Когда вы печатаете, ангелы, старый цикл начнет замыкаться. Отношения, которым нет места в вашем будущем, начнут естественным образом угасать. Скрытые намерения будут раскрыты. Вы увидите правду, которую скрывали годами. Люди откроются вам без вашего ведома. И хотя поначалу это может быть болезненно, это принесет мир настолько глубокий, что он заставит замолчать любую ложь, когда-либо сказанную о вас. Не враг хотел отвлечь вас, чтобы вы не увидели эту правду. Но теперь завеса приподнята.
Вы пробуждаетесь. То, что вы считали потерей, было подготовка, то, что вы считали наказанием, было повышение. Предательство, которое ранило тебя, сердца, стал ступенькой для вашего трансформация. Тот самый человек, который пытался закрыть ваш дверь, станет доказательством твоего возвышения. Они увидят твои благословения, но они не смогут к нему прикоснуться. Но речь идет не о мести, а об очищении. Об огне помогает тем, кто причиняет боль его детям, он исцеляет тех, кто доверяет ему, несмотря на страдания. Это ваше испытание – не сопротивляться, а стоять в свете. Взглянуть на рану и все же сказать: «Я выбираю прощение». Потому что прощение – это не слабость, а ключ, это открывает вам свободу. Следующие 6 недель станут испытанием вашей силы. У вас может возникнуть искушение отреагировать, разоблачить, закричать. Не делайте этого. Молчите, и небеса заговорят громче, чем вы когда-либо могли. Помните, то, что шепчется в тенях, всегда кричит при свете. Время теней подходит к концу. Все тайное откроется, все украденное будет возвращено. Вы окажетесь по ту сторону этого испытания со своим сердцечистой, ваш вера непоколебимая, твоя судьба. Тот, кто предал тебя, станет невольным посланником твоего чуда, потому что Бог всегда пишет искупление там, где человек пишет крах. Итак, провозгласите это сейчас: «Я принимаю откровение и освобождаюсь от всего». Предательство. Запишите это ниже как свое свидетельство. Этот поступок закрепит ваш выбор. И когда вы проснетесь завтра, вы почувствуете нечто иное – легкость, тихую уверенность в том, что шторм проходит, что завет все еще остается в силе, что ваш урожай уже на горизонте. Ты пережил ночь, теперь рассвет твой. Архангел Михаил кладет руку вам на плечо. Воздух меняется. Тяжесть лет словно отступает, и впервые за долгое время вы можете вздохнуть полной грудью. Битва, которая поглотила вас, сердце начинает успокаиваться. Штормы, которые ревели против вас, теперь молчат. Он шепчет тихо, с властью, которую несут только небеса: «Сделано, только ты в безопасности». Тебя видят. Ты цел. То, что должно было тебя уничтожить, уже превратилось в твое благословение. Посмотрите, что вам пришлось пережить долгие ночи плача, когда никто не знал, тишина, которая разносилась по вашим дух, неотвеченные молитвы, которые заставили вас задаться вопросом, Бог затихли. Но теперь вы видите, каждая задержка была не отказом, а защита, каждая «еще нет» с небес было божественным указанием, уводящим вас от зла к вашему судьбе. Вас никогда не игнорировали, вас готовили. Вас готовили к восприятию сбыток. Ты когда-то молился, но не смог удержать. Мой ребенок, ангелы наблюдали за каждым мгновением твоей боли, и теперь они движутся, чтобы исполнить каждое мгновение твоей обещать. Задержка закончилась, дверь открывается. Время странствий достигло своего священного завершения. Для следующего 14 дней атмосфера вокруг вас начнет меняться. Знаки будут появляться в числах, во снах, в неожиданных встречах. Обратите внимание на число 7, поскольку он символизирует завершение божественных циклов и новое начало, предопределенное небесами. 14 дней вы увидите первые плоды того, о чем вы молились. И те 14 дней повлияют на следующие 14 месяцев, формируя узор вашего урожая. Слушайте внимательно, Дух Божий говорит: вам больше не нужно так стараться. Ваша история не о том, как безупречно вы стояли, а о том, как мужественно вы поднимались после падения. Каждое спотыкание было священным, каждая неудача была семенем. И теперь эти семена прорастают. Чудеса, то, что, как вы думали, уже слишком поздно. Вы несли крест смятения, но теперь вы наденете корону ясности. Вы прошли через долины теней, но теперь вы поднимаетесь на вершину обещать.
Слишком долго вы верили, что благословения нужно было заслужить через истощение. Нужно было доказать, что ты достоин богатства, мир и любовь. Но небеса никогда не требовали от вас действий, а только веры. Ключ ваш следующий сезон – это сдача, а не борьба. Произнесите это вслух прямо сейчас, с убежденностью и тихой уверенностью. Я пребываю в божественной гармонии. То, что мое, уже в пути. Когда вы произносите эти слова, дверь выравнивания открывается. Ангелы, начните преобразовывать пути перед вами, делая кривые пути прямыми, заменяя страх божественным порядком. Это поворотный момент. Здесь ваша история поворачивает к свету. Годами вы жили, реагируя на бури, теперь вы будете управлять ими. Вы молили о выживании, теперь вы будете жить избыток. Враг пытался заставить тебя забыть, кем ты был, сосудом божественного наследования, носитель небес обещать, избранный инструмент вечного богатства и трансформация. Эта идентичность восстанавливается сейчас. Вы не сломлены, вас восстанавливают божественные руки. Вы не отстаете, вы идете точно по графику небес. Ты помнишь номер 7? Оно преследовало вас способами, которых вы не могли понять. 7 пропущенных звонков, 7 дней беспокойства, 7 маленьких совпадений, которые заставили вас задуматься, не пытаются ли небеса что-то сказать. Это были не совпадения, а подтверждения. 7 – число божественного завершения. Оно знаменует собой конец циклов, исполнение молитв и рождение новое начинание. Дух говорит, что цикл потерь достиг 7-го оборота. Колесо теперь движется к восстановлению. То, что вы потеряли, вернется всемиро: мир, любовь, богатство и божественное чувство предназначения, которое когда-то казалось недостижимым. И все же, этот момент не только в получении. Он, вспоминая. Вспомни, как далеко ты прошел. Вспомни ночи, когда ты не думал, что выживешь, и вот ты здесь. Это не слабость, это вера. Это доказательство твоей божественной природы. Завет. Каждый шрам, который ты носишь, это ключ, каждая слеза – инструмент. То, что ты считал своей точкой разрыва, на самом деле было точкой твоего рождения. Дите чудо то, что вы несете внутри, мечта, видение, цель, готова к рождению. Вы можете задаться вопросом: но как я узнаю, что это реально? Вы поймете, когда воздух вокруг вас изменится. Когда начнут появляться маленькие знаки, повторяющиеся числа, вновь появляющиеся лица, сны, которые кажутся слишком яркими, чтобы их игнорировать. Вы почувствуете внутреннее спокойствие, знание, которое бросает вызов логике. Это ваше подтверждение. Так шепчут небеса: началось. От неурожай то, о чем вы молились, уже начало расти. Вам не нужно будет за ним гнаться, а оно само вас найдет. И когда возникнут сомнения, а они обязательно возникнут, вспомните голос, который вы слышите сейчас. Помните, Бог, Он не опаздывает, Он точен. Помните, что Архангел Михаил, который сейчас стоит за вами, уже заявил: сделано. Никакое оружие, никакое предательство, никакая задержка, никакое проклятие не могут коснуться того, что запечатано в божественном соответствии. Ваш завет защищен. Ваш благословение неприкасаемый. Врагу же был разоружен. Но речь идет не только о внешнем преображении, но и о вашем внутреннем возрождении. Вы прошли через битвы, которые другие не видят. Вы молча переносили боль с благодатью. Вы отдавали, когда у вас было мало. Вы молились, даже когда ваше сердце разрушалось. Эта стойкость не осталась незамеченной. Небеса записали каждый момент, и теперь небеса отвечают наградой. Дух говорит: ваша личная вера станет публичным доказательством. Чудо грядущее не скроется, оно воссияет, как свет во тьме. Позвольте мне сказать вам нечто святое. Причина, по которой ваше ожидание заняло так много времени, была в том, что Бог согласовывал не только то, о чем вы просили,
но и то, кем вы станете, когда получите это. Если бы Он дал вам это раньше, вы, возможно, согласились бы на выживание вместо суверенитета. Но теперь ваш дух повзрослел. Ты молишься уже не из страха, а из убеждения. Ты просишь уже не спасения, а откровения. И это то, что привлекает истинных избыток. Вы входите в новый сезон, который несет в себе как ответственность, так и вознаграждение. Следующие 14 дней станет вашим мостом, вашим переходом от старых шаблонов к божественному ритму. Относитесь к ним как к святыне. В эти дни меньше говорите и больше слушайте. Записывайте свои сны, потому что они несут послание. Будьте внимательны к числам, знакам и повторяющимся словам. Это язык небес. Благословляйте тех, кто когда-то причинил вам боль. Это высвобождает божественную милость. Благодарите заранее, она умножается. Чудеса. Повторите еще раз с полной осознанностью: «Я пребываю в божественной гармонии». То, что мое, уже в пути. Почувствуйте, как эти слова разносятся по вашему телу. Дух. Они согласуют ваши вибрации с замыслом небес. То, что раньше казалось хаотичным, начнет синхронизироваться. Двери, которые отказывались открываться, распахнутся без усилий. Отношения, которые вас истощали, распадутся. Те, которые соответствуют вашему, судьба укрепнет и расцветет. В ближайшие дни вы можете увидеть конец, но не бойтесь его. Конец – это доказательство небесами близости нового начала. Угасающая дружба, упущенные возможности – это не потери. Это защиты. Бог редактирует твой путь, чтобы твоя история завершилась победой. Те же руки, что допустили бурю, теперь успокаивают море. Ты возвращаешься в божественное состояние, где все остается целым и невредимым. Архангел Михаил неподвижно стоит рядом с вами, крепко положив руку вам на плечо, расправив крылья, словно огненный щит. Его голос несет эхо самих небес. Тебя проверили, и теперь тебе доверяют. Тебя отшлифовали, и теперь ты готов. Он смотрит тебе в глаза и снова говорит: следующие 14 дней повлияют на последующие 14 месяцев. То, во что вы сейчас решите верить, определит все, что будет дальше. Итак, выбирайте веру. Выбирайте восстание. Выбирайте говорить как тот, кто уже победил. Ваше чудо не находится на расстоянии, оно находится в движении. Богатство, то, что вы боялись потерять, уже возвращается к вам. Благословение, что было задержано, теперь доставляется. Дверь-то, что было закрыто, теперь открывается тихо, мощно, навсегда. Ты выдержал испытание. Ты прошел сквозь огонь. Ты идешь в избыток не как нищий, а как наследник. Завет стоит твердо, запечатленный божественным обещанием. Ангелы ликуют. Небеса поют над тобой. Сделано. Сделано. Произнесите это еще раз с убеждением, как окончательную печать над вашим судьба. Я пребываю в божественной гармонии. То, что мое, уже в пути. А теперь смотрите. Смотрите, что произойдет дальше. 14 дней. Посмотрите, как Бог доказывает, что каждая задержка была защита, каждая потеря была подготовка, каждое молчание было стратегия. Ты больше не ждешь чуда, ты живешь в нем. Это твой божественный поворотный момент. Это момент, когда небеса вспоминают твое имя. Это ваша духовная семья, ваше сообщество завета. Мы идем вместе, вера, руководствуясь тем же дух, несущий тот же свет. Мы не связаны ни местом, ни расстоянием, нас объединяет цель. Поэтому, если вы почувствовали что-то внутри, покой, слезы, дрожь или внезапное тепло, знайте, это было прикосновение Божественного. Это было Божье подтверждение того, что Он рядом и что это только начало вашего свидетельства.
И я прошу вас сейчас не как приказ, а как продолжение. Подпишитесь на это пространство света. Не ради количества, а ради связи. Потому что то, что начинается здесь, здесь не заканчивается. Есть более глубокие откровения, более сильная точка благословения, большечудица все еще ждет, когда его проговорят в вашу жизнь. Подписываясь, вы не присоединяетесь к каналу, вы вступаете в круг веры, а дверь которой остается открытым для тех, кто ищет правда, избыток и выздоровление. В ближайшие дни вы увидите признаки подтверждения того, что это послание было пророческим 48 часов. Наблюдайте за изменениями в энергии, в обстоятельствах, в вашем собственном восприятии. Вы можете обрести покой в ситуации, которая когда-то причиняла боль, или неожиданное благополучие может появиться там, где вы когда-то испытывали недостаток. Это не случайные события, это первые капли вашего урожая. Благодарите, когда они приходят. Произносите слова благодарности в воздух, ибо благодарность умножается. Благословения. Не стоит недооценивать силу того, что вы здесь сделали. Вы произнесли новые слова в своей собственной временной линии. Вы переписали свою историю через веру. Ангелы, те, кто услышал, уже действуют, организуя то, что казалось невозможным. Они трогают сердце, меняют обстоятельства, прокладывают пути там, где их не было. Небеса уже прошли перед вами, и их обещать не вернется пустым. Скоро вы поймете, что живете по-другому, легче, спокойнее, сильнее. Вы будете просыпаться с целеустремленностью и спать спокойно. Тревога, когда-то омрачавшая ваше утро, исчезнет, уступив место тихой уверенности. Двери, которые когда-то казались запертыми, легко откроются. И когда вас одолеют сомнения, вернитесь к этому посланию. Прислушайтесь еще раз, пусть слово напоминаем вам, что ваш завет все еще активен, ваш наследование все еще защищен, ваше чудо все еще разворачивается. Помните, это послание не было случайностью. Оно было написано для вас, отправлено вам и исполнилось через вас. Теперь вы – часть его живого свидетельства. Когда вы делитесь им, комментируете, подписываетесь, вы не продвигаете историю, вы сеете семя трансформации, которая будет расти в других так же, как она росла в тебе. Итак, идите теперь с миром. Идите с уверенностью. Идите с уверенностью, что Бог ходит перед тобой, и что никакая сила не может отменить то, что Он предопределил. Подними свой взор, дитя мое, к твоему урожаю ближе, чем когда-либо. Ангелы, тот, кто привел тебя сюда, будет продолжать идти рядом с тобой в тишине, охраняя каждый шаг, шепча во сне и напоминая тебе об истине. Ты избран. Ты защищен. Ты любим. И когда вы увидите этот знак, а вы увидите, помните эти слова: сообщение завершено, но чудо только начинается. Вы вступили в свой божественный период. Избыток, и с этого момента ничто и никто не помешает вам получить то, что принадлежит вам. Заходите, Вера, идите с миром, и пусть ваша жизнь станет живым доказательством того, что небеса все еще говорят, все еще движутся и все еще исполняют. Каждое обещать. А теперь прокомментируйте ниже. Я переступил порог преображения. Моя судьба запечатлена в божественной гармонии. Подпишитесь, будьте рядом и готовьтесь к следующему откровению, ведь скоро мы снова заговорим. И когда мы это сделаем, ваше показание «Я» уже будет в движении. Следующая история научит вас, как поддерживать это. Благословение, как войти богатство без страха и как защититься, да ты теперь несешь. До тех пор оставайся в свете, оставайся в вере, и помните, это сообщение было не просто историей. Это была дверь. И ты, избранный, прошел через.